Всем доброго дня, друзья! Вы на канале Project Armor, с вами как всегда Даниил, и пришло время видеодайджеста самых интересных новостей, где вы узнаете всю самую свежую и интересную информацию из мира GameFi. Перед началом напомню, что крайне важно подписываться на канал с колокольчиком, а также забегать в наш телеграм-канал, чтобы всегда быть в курсе всех новостей и не пропускать выход свежих роликов. Сегодня мы поговорим о перспективах в сфере метавселенных и необычном стартапе в мире NFT. Обсудим свеженькие обновления в популярных проектах и выпуски долгожданных тестовых версий различных игр. В разгар вирусных и политических волнений в мире большинство людей оседают дома и ищут способы разнообразить свой досуг. Как насчет посетить показы именитых дизайнеров, не выходя из своего любимого компьютерного кресла? Как сообщает Vogue Business, люксовый NFT Marketplace UNXD совместно с GameFi проектом Decentraland проведут Metaverse Fashion Week. Участниками первой недели моды в метавселенной станут Dolce & Gabbana, Paco Rabanne, Tommy Hilfiger, Jacob & Co и другие бренды. Decentraland проведет 4 дня виртуальных показов на взлетно-посадочной полосе, чтобы продемонстрировать моду с искусственным интеллектом и носимые технологии в виде NFT. Сам показ пройдет с 24 по 27 марта, и после просмотра виртуальных образов на подиуме можно будет купить наряды для своих аватаров и присоединиться к вечеринке после мероприятия. К слову, в сентябре 2021 года UNXDT провел торги первой NFT коллекции модного дома Dolce & Gabbana, выручка которого составила 1885 эфира. На момент написания ролика это более 7,5 миллионов долларов. Также в фэшн-индустрии отличился немецкий дизайнер Филипп Лейн, который заключил соглашение с блокчейн-аукционным домом Pariton о запуске NFT коллекции кроссовок в метавселенной Decentraland. Дизайнер заявил, что его работа заключается в том, чтобы продавать моду, а не спекулировать на продаже NFT. Однако он хочет придать дополнительную ценность своей коллекции в метавселенной. Лейн купил в феврале часть земли в Decentraland на сумму около 1,4 миллионов долларов. Его Plain Plaza Decentraland состоит из 65 участков и включает в себя виртуальный отель, художественный музей, магазины и жилые дома. В 2021 году дизайнер заявил, что его бренд вскоре начнет принимать не менее 24 различных криптовалют в качестве оплаты. Надеюсь, вы накопили достаточно эфира или BNB-шек для покупки новой пары кроссовок. Еще одна новость о метавселенных. Тут Марк Цукерберг показал новую систему BuilderBot, которая способна создавать 3D-объекты в метавселенной по любому набору слов. Глава Мета показал в промо-ролике процесс создания VR-пространства с помощью новой технологии. С помощью текста он задавал системе разные параметры и требования к объектам, которые сразу же генерировались в метавселенной. Марк Цукерберг продемонстрировал процесс формирования виртуального мира на примере пейзажа с парком. Его трехмерный ландшафт создает специальный бот, который детально прорисовывает зеленую траву и деревья. Вместо того, чтобы отправиться в парк, давайте пойдем на пляж, отдает команду боту Цукерберг, после чего текущий пейзаж меняется на новый, состоящий из песка и моря. Позже к нему добавляются облака, с помощью голоса можно даже выбрать для них конкретную форму. Пока неизвестно, использует ли BuilderBot заранее подготовленную библиотеку моделей, или же в создании объектов задействован искусственный интеллект, но это уже говорит о неком прорыве в создании метавселенных и приближает не только пользователей Facebook, WhatsApp и Instagram к цифровому будущему на блокчейне. Проект Neon установил в Нью-Йорке первый автомат для продажи NFT. Если вы думали, что в пространстве NFT вряд ли появится что-то новое и необычное, то стартап из Нью-Йорка все же удивил участников криптоиндустрии. Компания Neon, которая позиционирует себя платформой NFT для всех, установила торговый NFT-банкомат, который в свою очередь называют первым устройством такого рода. Торговый автомат расположен в финансовом районе Нью-Йорка, недалеко от Уолл-стрит. Он принимает кредитные и дебетовые карты и после оплаты выдает вам коробку с кодом выбранного NFT. И все, что потребуется в дальнейшем, это просто применить код на платформе. Удивительно, что при этом он не требует криптовалюты, криптокошелька или специальных знаний. Neon создал самый простой и доступный способ покупать, продавать и в принципе торговать NFT в реальном мире. Основатели и инженеры Neon выбрали блокчейн Solana с возможностями смарт-контрактов, потому что он является наиболее энергоэффективным, использует Proof of Stake и может похвастаться теоретической пропускной способностью в 65 тысяч транзакций в секунду с почти нулевой комиссией.
Новые перспективы для себя открывает и Spotify. Согласно списку вакансий, опубликованному на LinkedIn, музыкальный сервер Spotify делает первые шаги по направлению криптоиндустрии. Стриминговая компания нанимает старшего бэкэнд-инженера для изучения новых технологий, таких как Web3. В описании вакансии говорится, что инженер станет частью экспериментальной команды по развитию нового бесплатного предложения Spotify. Группе будет поручено использовать новые технологии, такие как, собственно, Web3, чтобы раскрыть следующую возможность роста, а также создать и проводить эксперименты с новыми и существующими продуктами. В настоящее время не только Spotify добавила работу для HR-ов, YouTube тоже ищет директора Web3, чтобы развиваться в этом пространстве. Так что, если до сих пор не знаешь, какую профессию выбрать, то вот тебе один из перспективных вариантов на текущий момент. Криптовалютный игровой проект NFT Worlds добавил модификацию слоя блокчейна поверх огромной видеоигры-песочницы Minecraft, чтобы предоставить пользователям доступ к функциям Web3. К слову, программное обеспечение Minecraft имеет открытый исходный код и позволяет любому, у кого есть технические ноу-хау, использовать его. Проект NFT Worlds продемонстрировал внутриигровые покупки с использованием их токена World. А именно, они построили простой магазин в одном из своих миров и использовали его для покупки яблока. Также добавили в свой твиттер, что функциональность будет полностью развернута в ближайшее время и что она будет полностью беспроблемной с низкой оплатой за газ. Разработчики заявили, что они находятся в постоянном контакте с представителями Microsoft, чтобы убедиться, что проект не противоречит лицензионному соглашению с конечным пользователем Minecraft или EULA. Основным камнем преткновения соглашения является то, что разработчики не могут получать прибыль от того, что Microsoft уже создала сама. Пока что Microsoft, похоже, довольствуется тем, что позволяет разработчикам, в том числе связанным с NFT Worlds, создавать моды и добавлять их в экосистему Minecraft. Однако официальной информации от компании о ее позиции в отношении игр, связанных с криптовалютой, нет. Поэтому, чтобы быть в курсе самых свежих новостей, еще раз порекомендую заглянуть на наш телеграм-канал, где вы всегда можете получать оперативную и максимально свежую актуальную информацию. Axis Metaverse выпускает пре-альфа-версию геймплея. Axis Metaverse — это игра, которая расположилась на блокчейне BSC и была разработана компанией мобильных игр Azure Games. В компании уже есть неплохой список мобильных игр и активных 30 миллионов пользователей. В игре планируют режим Battle Royale, также пассивная добыча токенов через PvE, а в будущем запустится еще несколько новых режимов. История метавселенной расширяет уже существующую игру с подземельями и PvP-сражениями Axis. Первая глава истории Axis Metaverse показывает игрокам древнее королевство Валаран, где нужно разгадать тайну Земли и сражаться с различными монстрами, которые приходят из ниоткуда. Главная цель разработчиков на данный момент — создать устойчивую экономику, которая поддерживает ценность активов игроков и токенов Axis Metaverse. У метавселенной также есть свой рынок, где все игроки могут свободно торговать своими активами. 3 марта команда Axis Metaverse показала краткий обзор при альфа-версии геймплея Axis. Обзор геймплея игры показывает нам передвижение и качество графики, уничтожение целей, перемещение по карте, и все это смотрится, достаточно приятно. Разработчики упомянули, что вскоре появится расширенный трейлер, где будут показаны дополнительные механики, такие как атака и навыки. Titan Arena, небезызвестная киберспортивная моба-игра с функцией Play to Earn, добавила возможность пользовательских сражений для игроков уровня рекрут и выше. Пользовательские сражения позволяют игрокам создавать собственные лобби, отдельные команды и играть со своими друзьями, не беспокоясь о подборе игроков или рейтинге. Игроки могут выбрать любого героя, NFT или не NFT, и сражаться со своими друзьями в режимах 4 на 4 на картах Deathmatch, Tower Destroy и Superstar. Все игроки прокачиваются по уровню и классу, и, конечно же, по окончанию матча никаких наград не выдается, чудес все-таки не случается. Это небольшое, но захватывающее дополнение к игре, так как теперь игроки проводят мини-турниры и наслаждаются игровым процессом со своими друзьями, не беспокоясь о рейтинге. Дополнительные функции и улучшения будут добавлены в будущем, а именно, если верите роудмэпу, то вскоре ведут гильдии и питомцев. А если не смотрел обзор на эту годную и гиперпопулярную игру, обязательно посмотри, обзор есть на нашем канале. Компания Gala Games, как всегда, впереди планеты всей и выкатила свежую бетку на игру Spider Tanks. Это многопользовательская игра PvP NFT, посвященная танковым сражениям. Мы уже в нее поиграли и можем с уверенностью сказать, что она имеет крайне интересный дизайн, графику, динамичный игровой процесс и захватывающую и потенциально прибыльную систему обновлений. Spider Tanks еще не появилась как полноценная игра и не выпустила собственный взаимозаменяемый актив, но с ноября 2021 года предметы Spider Tanks NFT доступны на игровой площадке Gala Games. Ожидается, что Spider Tanks выйдет к концу 2022, но советую уже сейчас потестить и насладиться довольно неплохим геймплеем.
Chumbi Valley выпустила и представила свои Seed Chumbi, которые раздала держателям NFT, и теперь они готовятся к своему первому разведению. Это разовое мероприятие, в ходе которого будут созданы первые в истории Chumbi первого поколения. Событие включает в себя специальную возможность создания для держателей Seed Chumbi, так и публичную продажу стручков поколения 1. Эти Chumbi могут размножаться только один раз во время этого события. Также обратите внимание, что может взиматься плата за транзакцию, но в остальном плата за разведение во время этого мероприятия абсолютно бесплатная. Используя симбиотический процесс, Seed Chumbi передают мистическую энергию древу, чтобы создать стручки. Эта энергия укрепляет древо достаточно, чтобы производить дополнительные стручки. Таким образом, дополнение к стручкам, представленным держателем Seed Chumbi, Mystic Tree также выращивает и дополнительные стручки первого поколения для продажи. Даты разведения и продажи еще не определены, но они должны состояться где-то в марте или апреле. Оплата за продажу будет в токенах Chumbi и составит примерно $125 США. Вероятно, будет какой-то white paper для продажи, подробности об этом станут известны в ближайшее время. И также пока не ясно, будет ли продажа в сети Binance Smart Chain или Polygon. В рамках этого события можно создать максимум 12288 Chumbi первого поколения. Все стручки, созданные из Seed Chumbi, будут иметь черты, основанные на родительском Chumbi, в то время как те, что будут продаваться, будут случайными. Команда планирует сжечь всю выручку от продажи и обещает, что это только первое сжигание их токена. Кто не в курсе, события сжигания часто используются для снижения инфляции токена и повышения их стоимости. Так что приятно видеть, что Chumbi Valley с самого начала присматривается к устойчивой токеномике. Распродажи и разведение NFT это здорово, но что там насчет игры-то? Хорошая новость заключается в том, что вскоре мы увидим первые бета-версии. Разработчики официально приступили к третьему этапу дорожной карты Chumbi Valley, которая включает бета-версию для владельцев Seed Chumbi в середине 2022. А также мы вскоре должны увидеть открытие официального маркетплейса и веб-сайта Chumbi Valley и распродажу земли. Вселенная Farsight тоже может похвастаться своим развитием, ведь уже с 10 марта игроки смогут продавать ресурсы на Marketplace. Чтобы воспользоваться торговой площадкой, игроки должны состыковаться со станцией Homestead, кликнуть по кнопке Market в верхней части интерфейса. Предметы и рынок во вселенной Farsight будут напрямую связаны с местоположением, то есть каждая станция является отдельным рынком. Количество станций со временем будет увеличиваться, так как игроки сами смогут строить эти самые станции и получать долю от каждой успешной сделки. Во время pre-альфа игроки могут покупать и продавать ресурсы, но в дальнейшем с развитием рынка будет разрешено также размещать заказы и на покупку либо продажу кораблей и модулей. Также из нововведений с обновлением Marketplace будет представлена новая функция демонтаж базы, которая позволит игрокам освободить место в своих секторах и вернуть часть ресурсов, потраченных на ее постройку. В преддверии запуска Origin в Axie Infinity были опубликованы обновленные карты для комьюнити. Заметно, что многие из них очень похожи на текущие варианты, и едва ли можно назвать отличием то, что они будут специально для Origin. Обращаем внимание, что в данный момент карты являются динамическими и со временем будут меняться в зависимости не только от отзывов комьюнити, но и собранных данных разработчиков. Запуск Origin планируют в альфа-версии уже в конце 20-го сезона, ближе к апрелю. У разработчиков большие амбиции сделать игру доступной по всему миру через Mavis Hub и Android APK. Несмотря на то, что все давно уже юзают приложение на Android, официальных версий APK представлено не было. Во время запуска альфа-версии будут отслеживаться отзывы игроков, которые должны помочь разработчикам своими подсказками, чтобы улучшить игру и пофиксить баги перед ее официальным выходом. И также помните, что во время альфа-тестирования в Origin не будут доступны награды SLP и Axis, ведь прогресс и ресурсы будут сброшены с учетных записей перед официальным запуском игры. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте ваши реакции в виде комментариев и лайков, и залетайте в тележку. И, конечно же, до новых встреч. Пока.